Весной 1901 года у берегов крошечного греческого острова Антикитера произошло событие, которое навсегда изменило наше представление о возможностях человеческого разума. Команда ныряльщиков за морскими губками под руководством капитана Димитриоса Кандоса, спасаясь от затяжного шторма, наткнулась на останки древнеримского судна, покоящегося на глубине 60 метров. Один из водолазов, Элиас Стадиатис, первым спустившийся в бездну, поднялся на поверхность в состоянии глубочайшего шока. Он сбивчиво описывал гору гниющих человеческих тел, разбросанных по морскому дну. Лишь позже выяснилось, что Стадиатис в мутных водах Эгейского моря принял за трупы фрагменты великолепных бронзовых и мраморных изваяний I века до нашей эры. Прежде чем мы начнем, напишите в комментариях, из какой точки мира вы присоединились к нашему расследованию. Мы начинаем. Однако среди изысканных статуй и ювелирных изделий скрывался предмет, который долгое время оставался незамеченным. Это был бесформенный, корродированный кусок бронзы, покрытый толстым слоем солей и окаменевшего ила. Артефакт, получивший название «Антикитерский механизм», десятилетиями пылился на полках Национального музея в Афинах, прежде чем случайная трещина в его корпусе обнажила нечто немыслимое – систему сложных зубчатых колес и шестерен. Эта находка стала величайшим вызовом для академической науки. Почему устройство, техническая сложность которого сопоставима с башенными часами эпохи Просвещения, появилось за 2000 лет до их официального изобретения? Мы привыкли считать, что прогресс – это ровная восходящая линия, но этот механизм, наряду с еще 4 загадочными объектами, о которых пойдет речь, доказывает обратное. Перед нами не просто предметы, а технологические разрывы в ткани истории. Мы ставим главный вопрос нашего расследования – как человечество могло достичь таких вершин знания, полностью утратить их на тысячи лет, и почему современная наука, обладая всеми инструментами 21 века, до сих пор не может дать окончательный ответ на вопрос об их предназначении. Чтобы осознать истинную ценность этих 5 предметов, мы должны совершить глубокое погружение в социальную и экономическую ткань времен, которые их породили. История – это не просто перечень дат, это сложная система взаимоотношений, где религия, политика и торговля диктовали условия выживания. Эти артефакты не возникли из пустоты, они были ответами на конкретные запросы своих цивилизаций, даже если сегодня эти запросы кажутся нам непостижимыми. Тень великих умов, 1 век до нашей эры и Антикитора. Средиземноморье 1 века до нашей эры было миром, раздираемым амбициями. Римская республика, превращавшаяся в империю, действовала как огромный пылесос, выкачивая богатство и знания из греческих полисов. Это была эпоха интеллектуального расцвета, когда на острове Родос работали величайшие умы того времени, такие как философ и астроном Поседоний. Экономика региона держалась на морской торговле, а превосходство на море требовало точной навигации. Корабль, затонувший у Антикитер, был своего рода плавучим музеем или грузом трофеев, направлявшимся, вероятно, на триумф Юлия Цезаря. В его трюмах соседствовали изысканные мраморные статуи и керамика, но механизм, скрытый среди этого богатства, говорит о существовании в эллинистическом мире мощной инженерной школы. Это было время, когда механика воспринималась как часть философии. Ученые того времени пытались создать физические модели космоса, чтобы доказать упорядоченность Вселенной. Дерек де Соло Прайс, посвятивший 30 лет жизни изучению этого куска бронзы, понимал, за этим объектом стоит тысячелетняя традиция, которая была буквально стерта с лица Земли падением античных государств и последующими темными веками. Для Римской империи, ценившей практичность, такие устройства были излишне сложной роскошью, что и привело к забвению технологии на 1500 лет. Между алхимией и разумом 15 век и манускрипт Войнича. Перенесемся в Европу первой половины 15 века. Это время между окончанием эпидемии черной смерти и началом великих географических открытий. Политическая карта континента лоскутна, религия контролирует разум, но в подвалах и тайных кабинетах уже зарождается жажда научного познания. Это была эпоха протонауки, где ботаника не отделялась от магии, а астрономия – от астрологии.
Манускрипт Войнича был создан в период, когда владение информацией могло стоить жизни. Экономика знаний того времени строилась на рукописных кодексах, которые стоили целых состояний. Исследователи, такие как Вильфрид Войнич, купившие книгу в 1912 году у иезуитов в поместье Вилла Мондрагоне, полагали, что это труд Роджера Бэкона, однако радиоуглеродный анализ пергамента указывает именно на начало XV века. Контекст создания этой книги – это эпоха шифров. В то время правители и ученые создавали тайные языки, чтобы защитить свои открытия от инквизиции или конкурентов. Рукопись Войнича – это апогей этого стремления к скрытности. Тот факт, что за 600 лет ни один криптограф не смог прочесть ни слова, говорит о невероятной дисциплине автора, жившего в мире, где молчание было единственным способом сохранить истину. Граница цивилизации – 2 и 3 века нашей эры и римские додекаэдры. Третий объект уносит нас в Галлию и Британию периода расцвета Римской империи. Это время солдатских императоров и постоянного напряжения на северных рубежах, лимессах. Жизнь в римских фортах была подчинена строгому регламенту, но местное население, галлы и бриты, сохраняло свои кельтские корни. Странные бронзовые двенадцатигранники находят именно здесь, на окраинах империи. Это была зона соприкосновения двух миров – прагматичного римского права и мистических традиций друидов. В отличие от антикитерского механизма, додекаэдры не упоминаются в текстах Плиния или Витрувия. Это порождает исторический парадокс. Предмет, который явно производился по единому стандарту и требовал серьезных затрат металла, остался полностью незамеченным официальной римской историографией. Люди, посвятившие жизнь их изучению, отмечают, что додекаэдры часто находят в кладах вместе с монетами, что указывает на их высокую экономическую ценность. Возможно, они были инструментами касты, ремесленников или жрецов, чьи знания передавались только устно и погибли вместе с ними под натиском германских племен. Золотой век Крита. 1700 год до нашей эры и Фестский диск. 4-й артефакт возвращает нас в бронзовый век, в сердце минойской цивилизации на острове Крит. Это было общество беспрецедентного для того времени богатства, построенное на морской гегемонии – талассократии. Минойцы создали первый в Европе водопровод, многоэтажные дворцы и сложнейшую систему бюрократического учета. Фестский диск был найден археологом Луиджи Пернье в 1908 году в руинах дворца, разрушенного землетрясением. Политический контекст того времени – это жесткая иерархия, где жрецы и правители контролировали каждый килограмм зерна и каждый литр оливкового масла. Диск, напечатанный заранее заготовленными штампами, выглядит как инородное тело в мире, где все остальное писалось вручную на глиняных табличках. Почему эта революционная технология печати была использована лишь однажды? Ответ может крыться в религиозной закрытости общества. Если диск содержал священный текст или календарь ритуалов, технология его изготовления могла охраняться как государственная тайна. Гибель минойской цивилизации после извержения вулкана Санторин стерла этот технический прорыв, заставив человечество ждать печатного станка еще 3000 лет. Небо над варварами, 1600 год до нашей эры и Неборский диск. Последняя остановка. Центральная Европа, территория современной Германии. 1600 год до нашей эры – это время унитидской культуры. Долгое время считалось, что люди этого региона были дикими кочевниками, лишенными абстрактного мышления. Однако Неборский небесный диск доказал обратное. Экономика того времени базировалась на торговле оловом и медью, компонентами бронзы. Диск из Небры стал плодом глобализации бронзового века. Золото для него было добыто в Корнуолле, медь в Австрии, а астрономические знания, запечатленные на нем, позволяют корректировать лунный календарь по солнечному. Это была эпоха, когда знание звездных циклов означало власть над сельским хозяйством. Люди, создавшие диск, не имели письменности, но обладали глубочайшим пониманием космоса.
История его находки в 1999 году, грабителями могил и последующая детективная операция полиции по его возвращению подчеркивают, что этот объект до сих пор является предметом борьбы, теперь уже за право называться колыбелью европейской науки. Харальд Меллер, директор музея в Галле, превратил защиту подлинности этого диска в дело своей жизни, сражаясь в судах с теми, кто отказывался верить в умных варваров. Когда исторические хроники умолкают, на авансцену выходит беспристрастный голос лабораторий. Чтобы понять, как были созданы эти 5 объектов, мы должны разобрать их на составляющие, от изотопного состава металлов до микроскопических следов инструментов на поверхности. Современная наука обладает инструментарием, который позволяет заглянуть внутрь артефакта, не снимая с него даже частицы патины. И то, что открылось исследователям под линзами электронных микроскопов и в лучах рентгеновских томографов, заставило инженеров признать, наши предки владели технологиями, которые мы едва начали осознавать. Антикитерский механизм. Рентгеновское вскрытие космоса десятилетиями. Антикитерский механизм оставался для нас лишь куском окисленной бронзы. Все изменилось в 2005 году, когда международная группа исследователей AMRP доставила в Афины специально сконструированный 8-тонный компьютерный томограф с микрофокусом. Результаты этого сканирования стали научной сенсацией десятилетия. Внутри бесформенного обломка были обнаружены 37 бронзовых шестерней, расположенных с математической точностью, которая считалась недостижимой для античности. Технические параметры. Металлургический состав. Сплав меди и олова в пропорции 95% к 5. Этот состав идеально сбалансирован, он достаточно твердый, чтобы удерживать форму тончайших зубцов, но при этом поддается обработке ручным инструментом. Прецизионная точность. Толщина большинства шестерней составляет от 1 до 2 мм. Зубцы вырезаны под углом в 60 градусов. Это оптимальная форма для передачи крутящего момента в ручных механизмах. Самая маленькая шестерня имеет диаметр всего 9 мм, но на ней расположены десятки идеально подогнанных зубцов. Дифференциальная передача. Самое шокирующее открытие. Использование планетарного механизма для моделирования неравномерного движения Луны по эллиптической орбите, согласно теории Гипарха. До этой находки считалось, что дифференциал был изобретен лишь в XVIII веке. Аномалия заключается в отсутствии следов эволюции. Мы находим сразу совершенное устройство, но не находим прототипов. Где те тысячи неудачных попыток, те грубые модели, которые должны были предшествовать этому компьютеру? Это технологический прыжок через голову целых столетий, манускрипт Войнича, молекулярная тишина пергамента. В 2009 году группа физиков из Университета Аризоны провела радиоуглеродное датирование 4 фрагментов рукописи. Результат был однозначным. Пергамент был изготовлен между 1404 и 1438 годами. Но техническая загадка книги кроется не в дате, а в самом процессе ее создания. Лабораторный анализ. Велень, пергамент. Исследование под микроскопом показало, что кожа была выделана с исключительным мастерством. Анализ ДНК подтвердил, что для создания книги было использовано стадо из примерно 15 телят. Поверхность была обработана мелом или гипсом, что создавало идеальную основу для письма. Чернильная дактилоскопия. Спектроскопия выявила, что текст написан типичными железогаловыми чернилами того времени. Однако в составе пигментов рисунков нет ничего драгоценного. Авторы использовали дешевые минералы – азурит для синего, малахит для зеленого. Это указывает на то, что книга не была заказом богатого монарха, а создавалась в частной, возможно, тайной лаборатории. Феномен текучей руки. Самая большая техническая странность – отсутствие полимпсеста, стертого текста. В XV веке пергамент стоил дорого, и любая ошибка соскабливалась ножом. В манускрипте Войнича на всех 240 страницах нет ни одного исправления. Текст написан с такой уверенностью и скоростью, будто автор диктовал его на родном языке, не задумываясь ни на секунду. Римские додекаэдры – металлургия пустоты. Анализ более чем 100 найденных додекаэдров выявил поразительную стандартизацию производства в условиях провинциальной Галлии II века нашей эры.
Несмотря на то, что они найдены в разных регионах, их химический состав и метод изготовления идентичны. Технические детали – литье потерянного воска. Каждый додекаэдр отливался как единое целое. Мастер создавал восковую модель, обмазывал ее глиной, выжигал воск и заливал бронзу. Это сложнейшая техника для объекта с 12 полыми гранями и шариками на углах. Любая ошибка в температуре расплава привела бы к образованию каверн, но додекаэдры выполнены безупречно. Свинцовая бронза. В сплав намеренно добавлено до 10% свинца. Свинцовая бронза обладает высокой текучестью, что позволяло металлу проникать в самые тонкие формы орнамента и вокруг 12 отверстий разного диаметра. Отсутствие механического износа, рентгенофлуоресцентный анализ краев отверстий не показал характерных следов трения о металл или дерево. Это технически опровергает версии об их использовании в качестве калибров для труб или элементов строительных лесов. Они либо не использовались механически, либо служили для работы с мягкими материалами, которые не оставляют следов на патине. Фестский диск. Технология предвосхищения керамика. Фестского диска – это не просто обожженная глина. Это первый в истории человечества пример стандартизированного тиражирования информации. Техническая экспертиза, проведенная в музее Ираклиона, подтвердила уникальность метода его изготовления – анализ оттисков. Принцип штампа. Каждый из 45 уникальных символов на диске был нанесен с помощью заранее изготовленных твердых штампов, вероятно, из дерева или металла. Это фундаментальный принцип книгопечатания – создание ограниченного набора знаков для формирования бесконечного количества текстов. Композиционная разметка. На диске видны следы предварительной разметки, спиралевидные линии, нанесенные острой иглой по сырой глине. Автор заранее рассчитал длину текста, чтобы он идеально вписался в круг диаметром 16 сантиметров. Это уровень планирования, сопоставимый с работой современного верстальщика. Высокотемпературный обжиг. В отличие от обычных минойских табличек, которые просто сушились на солнце и сохранились лишь благодаря пожарам во дворцах, фестский диск был намеренно обожжен в печи при температуре около 800 градусов. Это превратило глину в вечный камень, предназначенный для хранения информации на протяжении тысячелетий. Небрский диск. Астрономия в золоте. Металлургическое расследование истории диска из Небры стало триумфом аналитической химии. Группа ученых под руководством Эрнста Пернички из Университета Тюбингена превратила этот объект в карту древних торговых путей Европы бронзового века. Спецификация материалов. Многослойная медь, основа диска толщиной 2 мм, выполнена из меди, содержащей примеси мышьяка. Изотопный анализ меди, соотношение изотопов свинца однозначно указал на месторождение Миттерберг в австрийских Альпах. Золотые аппликации. Золото, из которого изготовлены Солнце, Луна и 32 звезды, происходит из реки Карнон в Корнуолле, Великобритания. Это технически доказывает, что 3500 лет назад в Европе существовала логистическая сеть, охватывающая тысячи километров. 3 фазы редактирования. Микроскопическое исследование слоев показало, что диск дорабатывался. Первая версия содержала только звезды и диски Солнца и Луны. Позже были добавлены 2 боковые дуги, горизонты, определяющие точки зимнего и летнего солнцестояния. В последнюю фазу была добавлена солнечная лодка. Каждая фаза требовала переплавки краев и зачистки патины, что является сложнейшей ювелирной задачей для того времени. Технологический вердикт. Сравнивая эти 5 объектов, мы видим одну общую черту – аномальный уровень исполнения. Инструментальный анализ показывает, что для создания антикитерского механизма требовались делительные машины, для манускрипта Войнича – стабильные химические составы, а для диска из Небры – знание изотопных свойств золота, пусть и интуитивное.
Проблема науки не в том, что мы не знаем, из чего они сделаны. Проблема в том, что техническая спецификация этих предметов противоречит уровню развития инструментов, доступных в те эпохи. Это заставляет нас поставить вопрос о существовании параллельной инженерии, знаний, которые принадлежали узким группам лиц и исчезли, не успев стать общим достоянием. Академическая среда часто представляется обывателю как тихая заводь, где седовласые профессора ведут неспешные беседы в пыльных библиотеках. На самом деле это поле битвы, где оружием служат факты, а ставкой – репутация и место в истории. Когда наука сталкивается с объектами, которые не вписываются в общепринятую парадигму, начинаются настоящие интеллектуальные войны. Профессиональная ревность, борьба за гранты и страх признать собственное бессилие часто влияют на трактовку находок не меньше, чем сами артефакты. В этом разделе мы разберем, как сталкивались лбами величайшие умы современности, пытаясь разгадать код наших 5 аномалий. Антикитерский механизм, дуэль де Соло Прайса и Майкла Райта. История изучения антикитерского механизма – это классический пример того, как один человек может десятилетиями диктовать видение всей науки, а другой – разрушить его одним точным измерением. В 50-х годах XX века физик и историк науки Дерек де Соло Прайс заявил, что этот механизм – древний компьютер. Его работа «Шестерни греков» стала Библией для исследователей. Прайс был убежден, что механизм имел строго определенное количество шестерен и служил для вычисления циклов Луны и Солнца. Однако в 2000-х годах на сцену вышел Майкл Райт, куратор Лондонского музея науки, обладая навыками не только ученого, но и искусного часовщика. Райт заподозрил, что Прайс в своих реконструкциях подгонял количество зубцов под известные астрономические циклы. Райт провел собственное исследование с помощью линейной томографии и обнаружил, что механизм был гораздо сложнее. Он не просто показывал фазы Луны, но и моделировал движение всех известных тогда планет – Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Спор между сторонниками Прайса и Райта перерос в открытый конфликт. Райта обвиняли в излишнем техницизме, Прайса – в научной фантазии. Психология этого спора заключалась в глубоком профессиональном антагонизме – теоретик против практика. Лишь в 2006 году, после публикации данных проекта Antikythera Mechanism Research Project, стало ясно, что Райт был прав в деталях, но Прайс был прав в глобальном значении открытия. Этот спор доказал, в археологии даже один лишний зубец на шестерне может полностью изменить наше представление об уровне математических знаний древней цивилизации. Манускрипт Войнича – лингвистический тест Роршаха. Манускрипт Войнича – это кладбище научных репутаций. За последние 100 лет о его окончательной расшифровке заявляли сотни раз. Проблема в том, что каждый исследователь видит в нем то, что хочет видеть. Профессиональный криптограф видит сложный код, ботаник – утраченную флору, а лингвист – про язык. Самое жесткое столкновение произошло вокруг теории Гордона Рага, психолога и математика из Килского университета. В 2004 году он выдвинул гипотезу гениальной мистификации. С помощью метода решетки Кардано Раг доказал, что можно создать текст, который будет обладать всеми признаками естественного языка, но при этом быть абсолютно бессмысленным набором знаков. Это вызвало ярость в лагере оптимистов, таких как Стивен Бакс, который до конца жизни пытался доказать, что в книге зашифрованы названия звезд и растений. Развенчание мифов вокруг манускрипта часто наталкивается на психологическое сопротивление. Люди не хотят верить, что величайшая загадка – это просто пустышка, созданная талантливым авантюристом XV века для продажи императору Рудольфу II. Здесь наука переходит в область когнитивной психологии. Почему мы так отчаянно ищем смысл там, где его, возможно, нет? Римские додекаэдры – смирение перед тишиной. Если антикитеры – это триумф инженерии, то додекаэдры – это триумф неопределенности.
В научном мире существует негласное правило: если предмет не упомянут в текстах, значит он не был важен. Но додекаэдры опровергают это правило. Их найдено более 120 штук, но о них молчат все античные авторы. Дебаты здесь ведутся между сторонниками прагматичной и культовой версий. Астроном Галле Эмми Вагеманс в 2000-х годах предложил версию об измерительном приборе для определения оптимальных сроков посева озимых. Его оппоненты из археологического лагеря указывают на то, что додекаэдры часто находят в женских могилах и среди монет, что больше характерно для талисманов или гадательных инструментов. Интересно, как современная культура пытается помочь науке. Версия о том, что додекаэдры использовались для вязания перчаток, стала вирусной, но ученые с негодованием отвергли ее. Почему? Потому что на мягкой бронзе нет следов трения от спиц, а сама технология вязания на рамках не зафиксирована в Европе до XVI века. Этот случай показывает, как легко народная этимология подменяет научный факт из-за желания найти простое объяснение сложному объекту. Фесский диск. Политизированная аутентичность. Вокруг фесского диска бушует спор, который вышел далеко за пределы чистой науки. В 2008 году американский эксперт Джером Эйзенберг прямо обвинил первооткрывателя Луиджи Пернье в подделке. Он предположил, что Пернье хотел прославиться, создав артефакт, который невозможно расшифровать. Это обвинение вызвало дипломатический скандал. Греческие власти и научное сообщество Крита восприняли это как атаку на национальное достояние. Дебаты зашли в тупик по технической причине. Греческая археологическая служба отказывается проводить термолюминесцентный анализ, который мог бы подтвердить дату обжига глины, аргументируя это тем, что процедура может повредить уникальный объект. Здесь мы видим столкновение научной этики и национальных интересов. Пока анализ не проведен, диск остается в серой зоне. Одна сторона называет его первой в мире печатной книгой, другая – искусной фальшивкой начала XX века. Психология исследователей здесь отягощена амбициями. Признать диск подделкой значит признать, что 100 лет изучения минойской письменности основывались на фантоме. Небрский диск. Суд как научный аргумент. Дебаты вокруг Небрского небесного диска уникальны тем, что они закончились в зале суда. В начале 2000-х годов немецкий ученый Петер Шлоссер публично назвал диск подделкой, созданной в XIX веке. Он утверждал, что стиль изображения звезд слишком современный для бронзового века. Директор музея в Галле Харальд Меллер принял вызов. Он инициировал судебный процесс, в ходе которого была проведена беспрецедентная экспертиза. Геологи доказали, что патина на диске соответствует изотопному составу почвы горы Миттельберг, где он был найден. Металлурги подтвердили, что золото и медь имеют примеси, характерные для рудников 3500-летней давности. Суд признал диск подлинным, а Шлоссер был вынужден публично извиниться. Этот эпизод обнажил темную сторону академической зависти. Шлоссер был возмущен тем, что диск попал в руки Меллера через полицию и черных копателей, а не в результате официальных раскопок. Личные обиды едва не привели к тому, что один из важнейших артефактов Европы был бы списан в утиль как подделка. Научные споры вокруг этих объектов учат нас главному принципу познания. Мы должны следовать за фактами, даже если они ведут нас к неприятным выводам. Главный миф, который развенчивает наука, это миф о нашей исключительности. Антикитерский механизм не был создан пришельцами, он был создан гениальными людьми, чьи имена мы забыли. Манускрипт Войнича – это не послание из будущего, а продукт человеческого разума, склонного к тайнам. Психология исследователя – это вечный баланс между скепсисом и открытостью новому. Если мы будем слишком скептичны, мы пропустим антикитеру. Если слишком доверчивы, примем за истину каждую мистификацию. Сегодня наука стоит на пороге новых открытий. Искусственный интеллект анализирует текст Войнича, а новые методы томографии ищут скрытые слои в диске из небры. Битва продолжается, и в этой битве рождается наше истинное прошлое. Обнаружение и, что более важно, научное признание этих 5 объектов
произвело эффект тектонического сдвига в фундаменте исторической науки. На протяжении столетий мы строили свою идентичность на удобной, почти религиозной догме о линейном прогрессе. Мы верили, что человечество медленно и верно карабкается вверх по ступеням эволюции, от каменного скребка к паровому двигателю, а от него к микрочипу. Но наши 5 артефактов – это черные лебеди, истории, которые доказали: путь познания полон обрывов, тупиков и глубокой амнезии. Они заставили нас переписать учебники, превратив историю из аккуратного списка дат в захватывающий детектив об утраченных возможностях. Антикитерский механизм, хронологическая катастрофа. Глобальное значение. Антикитерского механизма невозможно переоценить, он буквально сломал хронологию технологий. До его детального изучения в середине 20 века считалось аксиомой, что прецизионная механика – это дитя эпохи Просвещения. Механизм доказал, что человечество достигло уровня сложности швейцарских часов на 1500 лет раньше, чем предполагалось. Это открытие ввело в науку понятие технологического разрыва. Мы осознали, что знания не просто накапливаются, они могут испаряться вместе с гибелью цивилизации. Если бы традиции, заложенные создателями этого прибора, не были прерваны падением античного мира, промышленная революция могла бы произойти еще в первом веке нашей эры. Это заставляет нас по-новому взглянуть на Римскую империю и Грецию. Мы видели в них философов и воинов, но просмотрели в них инженеров, способных на математическое моделирование космоса в металле. Антикитерский механизм сегодня – это главный символ того, как мало мы знаем о пиках интеллектуального развития прошлого. Небрский диск – реабилитация варварской Европы. Если Антикитера переписала историю техники, то Небрский небесный диск перекроил карту цивилизаций. До его находки в 1999 году господствовало мнение, что в бронзовом веке интеллектуальный свет исходил исключительно из Египта и Месопотамии. Европа же представлялась дремучей окраиной, населенной примитивными племенами, чей предел мечтаний – грубая керамика. Диск из Небры доказал, что 3600 лет назад в центре Европы существовала высокая культура с глубочайшими астрономическими познаниями. Эти люди не просто наблюдали за небом, они создали систему корректировки календаря, которая в Вавилоне появится лишь спустя тысячелетия. Это изменило наше понимание древней экономики. Наличие золота из Британии и меди из Австрии на одном немецком диске подтверждает существование протоглобализации. Мы поняли, что Европа бронзового века была пронизана интеллектуальными и торговыми путями, по которым перемещались не только товары, но и сложнейшие научные идеи. Это открытие заставило историков отказаться от термина «варвары» применительно к унетицкой культуре. Фесский диск и додекаэдры. Проблема невидимых технологий. Глобальное значение фестского диска и римских додекаэдров заключается в уроке смирения для исследователей. Они обнажили наше слепое пятно в понимании повседневности. Фестский диск – это первый в мире пример использования типографского набора. Его существование доказывает, что гениальные идеи могут рождаться слишком рано. Он не стал началом книгопечатания не потому, что технология была плохой, а потому, что общество бронзового века не было к ней готово. Это изменило подход социологии науки. Теперь мы знаем, что для успеха инновации мало таланта изобретателя, нужна экономическая почва. Додекаэдры же стали символом археологического молчания. Они научили нас, что огромные пласты жизни, даже такой задокументированной империи, как Римская, могут остаться вне письменной истории. Мы осознали, что официальные хроники – это лишь верхушка айсберга. Существовала народная или профессиональная инженерия, которая была массовой, стандартизированной, но не заслужила упоминания в трудах историков того времени. Это заставило археологов 21 века уделять больше внимания массовым атипичным находкам, которые раньше игнорировались как странные безделушки. Манускрипт Войнича. Предел искусственного интеллекта.
В современном мире манускрипт Войнича приобрел неожиданное значение как главный испытательный стенд для систем искусственного интеллекта и машинного обучения. Он перестал быть просто книгой и стал лингвистическим тестом Тьюринга. На попытках его расшифровки в 2020-х годах отрабатываются алгоритмы распознавания скрытых паттернов в данных. Его значение для понимания человеческой психики огромно. Если это мистификация, то это самая трудоемкая и сложная мистификация в истории, созданная без явной финансовой выгоды. Она ставит перед наукой вопрос о когнитивной изоляции. Может ли человек создать систему смыслов, абсолютно недоступную для понимания другими людьми? Манускрипт Войнича – это зеркало нашего интеллекта. Мы видим в нем то, что способны понять, но сама суть объекта остается за пределами нашей логики, напоминая о том, что в истории всегда будет место для абсолютно иного. Где они сейчас и что нас ждет впереди? Сегодня эти 5 объектов являются священными граалями своих музеев. Антикитерский механизм занимает центральное место в Национальном археологическом музее Афин, окруженный цифровыми дисплеями, реконструирующими его работу. Манускрипт Войнича хранится в сейфе библиотеки Бейнеке Йельского университета, а его высокоточная цифровая копия доступна любому исследователю в мире, что породило глобальное сообщество войничеведов. Небрский диск стал гордостью Государственного музея преистории в Галле, Германия. Он признан объектом мирового наследия ЮНЕСКО. Фестский диск остается главной загадкой археологического музея Ираклиона на Крите, а додекаэдры разбросаны по всей Европе, от Лондона до Штутгарта, продолжая вызывать споры у каждого нового поколения студентов-историков. Наука не стоит на месте. К 2026 году исследования перешли в область квантового сканирования и нейросетевого анализа. В Афинах готовятся к созданию полноразмерной цифровой модели механизма, которая учтет даже микроскопические деформации металла. Лингвисты используют суперкомпьютеры для сопоставления структуры текста Войнича с редчайшими диалектами Восточной Азии и Центральной Европы. Археологи в Галлии применяют лидары и георадары в местах находок додекаэдров, надеясь найти мастерскую, где их отливали. Глобальный итог существования этих 5 объектов один. Они разрушили нашу интеллектуальную спесь. Мы больше не можем смотреть на предков свысока. Мы понимаем, что стоим на фундаменте из утраченных знаний. И наша задача сегодня не просто коллекционировать артефакты, а восстановить ту нить гениальности, которая была прервана 1000 лет назад. Мы подошли к финалу нашего расследования, но в мире археологии финал – это всегда лишь новое начало. Оглядываясь на пройденный путь, от покрытых илом бронзовых шестерен антикитеры до золотых звезд Небрского диска, мы осознаем пугающую и одновременно величественную истину. Человеческая история – это не монолитная стена, а хрупкое полотно, изъеденное молью забвения. 5 объектов, которые мы изучили, это не просто загадки для ученых. Это 5 пробоин в нашей самоуверенности, 5 доказательств того, что мы, люди 21 века, являемся наследниками цивилизаций, чью истинную глубину мы только начинаем осознавать. Амнезия человечества и хрупкость знания. Самый важный урок, который преподносят нам эти артефакты, это урок смирения перед лицом времени. Мы привыкли мерить прогресс десятилетиями, считая, что каждое новое поколение неизбежно умнее предыдущего. Но антикитерский механизм говорит нам об обратном. Он свидетельствует о том, что величайшие прорывы человеческого гения могут быть полностью стерты с лица Земли одной войной, одной эпидемией или просто сменой торговых путей. Представьте себе мастера, который в 1 веке до нашей эры вырезал тончайшие зубцы дифференциальной передачи. Он не просто создавал прибор, он воплощал в металле 1000 лет наблюдений за небом. Он был вершиной традиции, а затем тишина. 1500 лет тишины, прежде чем человечество вновь научилось создавать нечто подобное. Это не просто потеря технологии, это коллективная амнезия целого вида.
Мы смотрим на эти предметы и видим в них чудо только потому, что потеряли контекст их создания. Трагедия истории заключается не в том, что мы чего-то не знали, а в том, что мы знали и забыли. Физическая вечность против цифрового забвения существует глубокая ирония в том, как эти объекты сохранились до наших дней. Фесский диск выжил, потому что был обожжен в огне пожара, погубившего дворец. Неборский диск сохранился, потому что был спрятан в землю как священный дар. Бронза и глина оказались надежнее любых пергаментов и папирусов. Глядя на эти артефакты, мы невольно задумываемся о собственной цифровой цивилизации. Мы храним свои знания в облаках, на магнитных лентах и в кремниевых чипах, в формах материи, которые невероятно хрупки по сравнению с античной бронзой. Через 3000 лет археологи будущего могут не найти от нас ничего. Наши серверы размагнитятся, пластик распадется, а электрические импульсы, несущие всю информацию нашего мира, исчезнут в мгновение ока. Мы рискуем стать самой немой цивилизацией в истории, в то время как древние мастера из Небры или Крита продолжат говорить с потомками через свои физические творения. Эти 5 объектов учат нас. По-настоящему ценная информация должна иметь вес, она должна быть высечена в структуре самой материи, чтобы пережить века. Экзистенциальное зеркало. Кто мы в этом поиске? Почему мы тратим миллиарды долларов и десятилетия жизней лучших ученых на то, чтобы понять предназначение странных 12-гранников или расшифровать текст манускрипта Войнича? Ответ лежит глубже простой любознательности. В каждом из этих предметов мы ищем самих себя. Мы ищем подтверждение тому, что жажда познания, стремление упорядочить хаос звездного неба и желание передать тайное знание – это константы человеческого бытия, не зависящие от эпохи. Психология исследователя – это вечный поиск родственной души в бездне тысячелетий. Когда ученый в лаборатории Йеля всматривается в причудливые рисунки манускрипта Войнича, он ведет безмолвный диалог с автором, жившим 600 лет назад. Когда инженер в Афинах моделирует вращение шестерен Антикитеры, он восхищается логикой своего коллеги из древнего Родоса. Эти артефакты – мосты, переброшенные через пропасть времени. Они доказывают, что человеческий разум всегда стремился к одному и тому же – понять правила игры, по которым живет Вселенная. Мы обязаны признать, возможно, мы никогда не узнаем окончательной правды. Возможно, манускрипт Войнича так и останется нерасшифрованным, а истинное название римских додекаэдров навсегда кануло в лету вместе с последним легионером. Но в этом и заключается величие науки. Наука это не склад готовых ответов, это процесс бесконечного приближения к истине. Отсутствие объяснения – это не поражение, это приглашение к росту. Каждый из 5 объектов, о которых мы рассказали, заставил нас изобрести новые методы исследования, от микрофокусной томографии до квантового лингвистического анализа. Они сделали нас умнее самим фактом своего сопротивления нашей логике. Мы развенчали мифы о пришельцах и магии, вернув право на гениальность самим людям. Мы доказали, что наши предки не были примитивными версиями нас самих. Они были полноценными, сложными и невероятно талантливыми творцами, чей интеллектуальный уровень ни в чем не уступал нашему. Подписывайтесь на канал. Это лучший способ поддержать наши будущие расследования. 21 век подходит к своей первой трети. Мы стоим на пороге новых открытий, которые, возможно, через год или два превратят это видео в устаревший документ. И это будет лучшим исходом, на который может надеяться исследователь. Ведь истинная цель любого расследования – не поставить точку, а разжечь пламя интереса, которое приведет следующего искателя к дверям музея или на край археологического раскопа. История – это не то, что прошло. Это то, что продолжается в нас. Каждый раз, когда мы смотрим на ночное небо, мы видим то же самое, что видел мастер, отливавший диск в небре. Каждый раз, когда мы пытаемся создать сложный алгоритм, мы продолжаем дело инженера из Антикитеры. Мы связаны незримыми нитями с каждым из создателей этих 5 загадочных объектов.
И пока мы продолжаем искать ответы, пока мы продолжаем задавать вопрос «почему?», эти древние мастера продолжают жить. В конечном итоге загадка это не тупик, это горизонт. И чем дальше мы продвигаемся, тем шире становится этот горизонт, открывая нам правду о том, кто мы такие и на что мы способны. Истина не всегда лежит на поверхности. Иногда она ждет нас 2000 лет на дне моря, в глубине почвы или под слоем пыли в забытой библиотеке. Наше расследование окончено. Начинается ваш поиск.